Приветствую клавиатурных энтузиастов и не только. В данном видео речь пойдет о проекте финского дизайнера Björn Lenge. Работа над сценарием этого видео заняла 3 месяца, потому что я решил засунуть туда все возможные подробности, и для этого я потревожил даже самого Байона. Речь пойдет не просто о клавиатуре Gehirn, а об одном из самых невероятных клавиатурных проектов в принципе. Удивительно, насколько может быть обширна история обычного финского дизайна, ведь для раскрытия сегодняшней темы нам понадобится и углубиться в историю музыки, ощутить на себе потерю восьмизначных сумм, да даже поиграть в компьютерные игры. Ну и окунемся поглубже в клавиатуры Байона. Данный дизайнер имеет непревзойденное, по моему мнению, видение клавиатур, из-за чего даже мой клавиатурный вкус притупился, так как клавиатур с подобной проработкой практически нету. Поэтому я решил серьезно вбухаться по качеству, и все для того, чтобы я смог довести собственное впечатление и чтобы вы поняли, каким образом это вижу я. Начнем издалека. Я стал частью клавиатурного комьюнити относительно недавно, однако уже успел определиться со своими вкусами и предпочтениями в клавиатурах. То есть, по сути, с тем, что является так называемым эндгеймом для меня. Понимание этого пришло не то чтобы с полпинка, мне пришлось перепробовать приличное количество бюджетных клавиатур для того, чтобы понять, какой именно звук и визуал я хочу. Эндгейм для меня — это совокупность критериев, под которыми я понимаю ряд параметров. Свитчи, звук, маунт, кейфил. Ни для кого из вас не будет секретом, что моими любимыми переключателями являются Cherry и MX Black. Свитч старый, шуршит, попердывает, но очень сильно радует своей самобытностью, с учетом существования кучи модных плавных свитчей, которые я никогда не назову плохими, но все же считаю их не то чтобы очень душевными, скорее однообразными, с небольшим количеством отличий. Сейчас только и остается, что выбирать их по цвету и производителю, так как их слишком великое множество. Но речь сейчас немного не об этом. Энтузиасты разделились на 2 лагеря. Одни обожают Cherry, другие их ненавидят. Хотя, как мне кажется, это самый надежный свитч для понимания звука клавиатуры. В особенности этот свитч хорошо раскрывается на топ-маунте, за счет своей жесткости и громкости приводит к просто очень суровому и сухому тайпингу. Причиной такого предпочтения стало невероятное количество просмотренных тайпингов в интернете. И я в полном восторге от тайпингов каких-нибудь Джейнов и прочих подобных клавиатур. Перед покупкой Gehirn я решил собрать себе топ-маунтовую TKL. Ею стал Mark III от KBD Funds, так как имел с ней опыт в прошлом. Билд был практически идеальным, и я бы мог оставаться на нем, но был определенный нюанс. Эта клавиатура является воплощением превосходной бюджетной топ-маунтовой TKL, что привело к отсутствию у нее какой-либо изюминки или особого дизайна. Она просто отлично звучит и выглядит приятно, чего и более чем достаточно. Этим я плавно подвел к своему второму критерию. Так уж вышло, что мы живем во времена тенденции снижения стоимости клавиатур. Достать клавиатуру, которая будет хорошо звучать, иметь качественную обработку, покрытие и жирный комплект очень легко. Есть и Neo, и Cycle и тому прочее, которые будут в глазах обывателя не то чтобы сильно обходить что-то от $300. Зачастую подобные клавиатурные проекты не имеют под собой какой-то глубокой подноготной. Это просто хорошая клавиатура, которая стоит недорого. На мой взгляд, этот концепт сильно захватил рынок бюджетного сегмента, что я могу назвать даже положительной особенностью. Но невозможно сделать продукт, который будет удовлетворять потребностям всех энтузиастов. Однако, приблизить к этому вполне легко. Вспомните невероятный успех Cycle 7, который, как по мне, стал трендсеттером для всего этого энтри-течения. Он имеет крайне лаконичный дизайн, но, разумеется, глазу есть за что зацепиться. Это и вес, и гравировочки, и бейджик. Но если говорить между нами, воткни они вместо чистого веса Sad Chicken, то покупателей было бы заметно меньше. И в свете того, что я потрогал большую часть entry-level сегмента, из которых мне не запомнилась ни одна, и ни одна из них мне не то чтобы нужна для чего-то кроме рабочих задач. Именно после этой мысли я начал задумываться о том, что стоит найти что-то более индивидуальное и подходящее под меня. В данном аспекте я не думал, что буду особо прихотлив, и в принципе до того, как увидел Gehirn, не сильно горел желанием тратить большие суммы на клавиатуры, и по этой причине не ставил дизайн на первое место. Однако на момент, когда я подготавливал себя к покупке, я по возможности углубился в историю и идеи Байона.
Это привело к тому, что я все больше и больше осознавал важность глубокой проработки клавиатуры при помощи дополнительных материалов, что вы можете посчитать нерелевантным. Последние пару лет я сильно погрузился в музыкальные жанры ДНБ, джангл, ну и брейкбол. Все они, как вы знаете, имеют свои корни в 2000-х годах, что за собой также закрепляет и стиль, именуемый Y2K. Когда я увидел первые промо-ролики этой клавиатуры, до меня дошло, что это превосходное сплетение аудиовизуального стиля, так еще и помимо всего этого, затрагивающее мои интересы. Вероятно, кому-то мой выбор клавиатуры покажется сомнительным и чересчур претенциозным, что вполне нормально. А то это и мой эндгейм, а не ваш. Я на протяжении 2 лет, находясь в хобби, выделял множество клавиатур, которые мне нравились, имели свои фишки, приятный дизайн, но в большинстве своем я либо просто терял к ним по итогу интерес, или приобретал и также терял интерес к ним через неделю. Ну, может 2. Хотя эта клавиатура и в целом, я бы сказал, работы Байона несколько изменили мое понимание о том, какой должна быть клавиатура мечты. Клавиатура не должна иметь в себе примитивный текст в IC-посте, а стараться как можно глубже погрузить вас в идею этой клавиатуры, чтобы вы могли ощутить свою причастность. Все это и раскрывается проработанными доп. Материалами, всякими баннерами, промо-роликами и прочим, на которые я с радостью куплюсь. Потому что в таком контексте потреблятство и капитализм победит над здравым смыслом. Многих вообще не парит четкая идентичность клавиатур, что я также считаю нормальным. В моем случае я воспринимаю это не просто как клавиатуру, а как полноценный объект искусства с вложенными в него силами. Покупая Гехирн просто как топ-маунт клавиатуру, вы наверняка не будете сильно впечатлены, так как подобное решение может обойтись вам на $200 дешевле. Но я, в свою очередь, воспринимаю это как элемент причастности, как коллекционер, покупающий квадрат Малевича. Абсолютная шиза, но, пожалуй, это основное, что смогло меня настолько сильно зацепить. Элемент причастности и стал конечной точкой в выборе клавиатуры. После моих попыток оправдать покупку дорогостоящего куска алюминия, самое время перейти к истории автора. А это нам понадобится буквально через минуту. Байон — финский дизайнер, дебютной клавиатурой которого стал BS. Ранее он ранил только приватные клавиатуры, от своих, так сказать, для своих. Он ведает нам о том, что подтолкнуло стать его клавиатурным дизайнером, а также о своем посттравматическом стрессовом расстройстве и серьезной неуверенности в себе, что, разумеется, немного удручает. И об этом он нам ведает в первом IC-посте к клавиатуре BS-R2. Судя по всему, множество работ он долго вынашивал в себе, прежде чем они увидели свет, что, собственно, и сказалось на их финальной проработке. Помимо дизайна клавиатуры, как я и сказал ранее, она сопровождается приличным количеством материалов: видео, целые музыкальные альбомы, постеры и даже игры. Перед тем, как мы поговорим о клавиатуре BS, попрошу вас подписаться, а взамен мы постараемся почаще выпускать подобные видео. BS — это F12 TKL, на мой взгляд, с очень привлекательным дизайном. Маунт клавиатуры представляет из себя плоские силиконовые шайбочки, надеваемые на плейт. Байон сделал этот маунт для того, чтобы снизить количество возни с пороновыми демпферами, что несколько раздражает. Их тяжело менять, со временем они деградируют, а также зачастую ощущаются чрезмерно мягко. Поэтому данный маунт и появился на свет, а если точнее, достиг своей совершенной формы в BIOS. В комплекте с клавиатурой идет также BIOS Generic Disc с музыкой, которая дополняет дизайн клавиатуры звучанием 2000-х годов. Пожалуй, вкину немного контекста. Множество жанров набрали огромную популярность и постепенно начали выползать из прокуренных андерграундных площадок, но по-прежнему оставались достаточно нишевыми. Жанры, которые указаны у альбома, это в общей сложности электроника, но если смотреть не настолько поверхностно, то это джангл, ДНБ и ambient. Однако последний я все же назову дополняющим к первым двум, так как среди всех треков нету ни одной чисто ambient работы. Эти жанры получили свое развитие заметно раньше, но именно в начале 2000-х они начали видоизменяться, адаптируясь к новым технологиям и вкусам времени.
Ну и начнем с джангла, который является основой для данного диска. Появился он к концу 80-х и достиг популярности в 90-х, строясь вокруг знаменитого Amen Break сэмпла, который стал основой множества треков. В 2000-х годах джангл стал более экспериментальным, с акцентом на усложненные басовые линии и синтезаторные текстуры. Трек вроде LTG Bookiem Atlantis символизирует, на мой взгляд, дух этого времени, когда хаотичная энергия ритмов сливалась с новым технологическим подходом к музыке. Тихонько хотелось бы добавить и про жанр, именуемый брейккором, так как развивался он параллельно с джанглом, и тоже, как по мне, должен быть затронут. И нет, черт бы подрал тех, кто называет музыку Северслат брейккором, потому что это правда лишь отчасти, так как Северслат — это мультижанровый исполнитель. Что я имею в виду? Если вам долбят в уши, это может быть и джангл, и ДНБ, не только брейккор. Я раньше тоже поверхностно смотрел на данный вопрос и сгребал всех под одну гребенку, хотя на самом деле там минимум 3 жанра. И спасибо Байону, который мне простыми словами это объяснил. Но речь сейчас не об этом. Брейккор, как известно, отличается от джангла еще более агрессивной и хаотичной структурой. Как и джангл, часто использовал сэмпл Amen Break, но делал это с более высоким темпом и эклектичными переходами. В качестве примера можно выделить трек законодателя жанра Venetian Snares, Хайнал, или Хажнал, без понятия. Если говорить проще, брейккор — это экспериментальный жанр с абсолютно убитыми ударными и поломанными ритмами. А если точнее, она начинается от 180 ударов в минуту и до бесконечности. Драм н бейс, в свою очередь, более упорядоченно доступен. Это своего рода потомок джангла с более структурированной ритмикой. В то время как джангл и брейккор отличаются хаотичными и ломанными ритмами, драм н бейс имеет более прямую и строгую структуру с доминирующими басами и быстрее нарастающим темпом. Если простым и грубым языком, ДНБ — это масс-медиа. Примером могут служить треки Brown Paperback от Ronnie Size или же Racing Green от High Contrast. Ambient стал противовесом всем агрессивным жанрам, создавая пространство для медитации и размышлений. Творчество Aphex Twin, например, альбом Selected Ambient Works Volume 2 1994 года, такие треки как Rhubarb и Cliffs стали синонимами спокойствия и звуковой глубины, которые создали новый пласт электронной музыки. Байон Ленджа использовал приемы этих жанров в своем альбоме Bias Generic Disc, создав уникальную атмосферу и стиль. Треки вобрали в себя энергетику и ритмы джангла, атмосферные эмбиент вступления и агрессивный бас из ДНБ. Это создает целостную картину, в котором музыка и дизайн его клавиатур дополняют друг друга. Вы наверняка заметили сходство в логотипе Байона и Aphex Twin. Так вот, это сделал один и тот же дизайнер. Это, на мой взгляд, подчеркивает тесную связь между этими двумя творческими мирами, где визуальная и звуковая эстетика эпохи начала 2000-х объединяются, отражая их дух и технологическое развитие. Все эти элементы гармонируют между собой, добавляя клавиатуре глубины, да и самому проекту, потому что Байон своего рода человек-оркестр. И клавиатуру задизайнит, и музыку напишет, да даже игру сделает. На нее мы тоже сегодня посмотрим. Группбай состоялся в конце 2021 года. BSR2 был продан в приличных масштабах, и его участники принялись ждать своей клавиатуры. Synovia также является довольно знаковой клавиатурой среди тех, что делал Байон, с точки зрения глубины подхода. В третьем квартале 2022 года появились первые рендеры Synovia, очень красивая TKL. Клавиатура имеет похожий на BS маунт с такими же силиконовыми демпферами, что, на мой взгляд, также очень важно. Это первое применение технологии Bayon Bolt. Оно представляет из себя способ крепления без видимых винтов, а именно вкручивание винтов под 45 градусов в клавиатуру. Вообще есть несколько разновидностей screwless дизайна, а это i03 Vega или какие-нибудь системы быстрой разборки, а-ля Cycle 7. На мой взгляд, Bayon Bolt является балансом между надежностью и удобством. Вкручивать винты в него очень легко, при этом ощущается большая монолитность конструкции, в отличие от болткетчеров или скрюлоса наподобие Веги, с которым я сталкивался и который оставил о себе не лучшие впечатления. Инопланетные формы и все это в совокупности почему-то напомнило мне Lego Bionicle. Думаю, многие из вас слышали об этой линейке, а у кого-то, как и у меня, даже остались некоторые экземпляры. Но это я к чему? Биониклы вспомнились из-за атмосферы рисунков в промо-ролике к клавиатуре. Примерно подобные гуманоиды и встречались в старых рекламах Lego, которые крутили раньше по ТВ. И вы знаете, чем-то мне нравится их атмосфера.
И все это, по сути, Y2K, в стиле которого заключается эпоха, как ясно из названия, 2000-х годов. Видимо, это как раз одна из причин, почему все это напомнило мне те самые рекламы. Во всей этой клавиатуре также прослеживается дизайн телефонов тех времен, где каждая компания делала все более и более инопланетную и нестандартную форму. И я думаю, вас несколько удивит тот факт, что Байон действительно вдохновился первыми биониклами. Я решил спросить его, что именно стало для него вдохновением к клавиатурам. Кто бы мог подумать, что те самые игрушки из моего детства будут отзываться в клавиатурах, которые я буду покупать спустя годы. И именно тот факт, что я не был убежден, является ли это первоначальной задумкой, мне нравится еще больше. В комплекте помимо generic диска шел еще и ковер, стилизованный под клавиатуру. Synovia, как по мне, является завершающим штрихом в становлении общей стилистики клавиатур Байона, так как после Synovia клавиатуры будут придерживаться того же сценария. Разумеется, была еще одна клавиатура, которая понравилась мне в меньшей степени, поэтому о ней я расскажу лишь поверхностно. Апоним, который был показан в промежутке между BIOS и Synovia, представлял из себя 65% оринговую клавиатуру. Она имеет, на мой взгляд, очень привлекательный нижний ряд с поддержкой цангана и блокерами по 0.75, что делает ее очень приличным решением для формата 65%. В большинстве случаев на 65-ке, если и встречаются блокеры, то это Chinese VKL, отличие которых заключается в поддержке ANSI-модов. А в случае с Апонимом эти блокеры сделаны под цанган нижний ряд. Но если опустить сухие характеристики, знаете, что объединяет Апоним и Synovia? Они не вышли. Сейчас мы поговорим о том, почему эти клавиатуры связывает столь неудачная судьба. По стечению очень неприятных обстоятельств, связанных с производством BIOS R2, оказывается, что большая часть клавиатур в абсолютно неприличном состоянии. Это и уродливый анод, отвратительная обработка и нежелание производства признавать собственные ошибки. И сейчас я поведаю о том, что же произошло. Стоит уточнить, что на выбор было два производства. Daydizin, который в тот момент внедрял на свое производство возможность анодирования и не умел делать PVD-обработку, и производитель X, под которым было выпущено огромное количество премиальных клавиатур. Он считался крайне надежным в европейских клавиатурных кругах. В Notion посте о ситуации с производством Байон делится не лучшими новостями и подробностями переписки с производителем, который каким-то невероятным образом не смог правильно рассчитать цену, и CNC кусок, который стоил $18, стал стоить 89. Невероятная разница, из-за которой Байон до последнего не хотел платить деньги за чужие ошибки, с учетом заключенного контракта на производство. Его в целом можно понять, так как стоимость всех клавиатур была обозначена в контракте, и как только клавиатуры оказываются готовыми к отправке, производитель требует дополнительные $15 620, что непомерно много, с учетом того, что к тому моменту уже была оплачена вторая половина контракта. При всем при этом клавиатуры задерживались уже на полгода, что просто невменяемо. Под гнетом незавершенного грубая, жалости к производителю, который этого явно не заслуживал, Байон доплачивает недостающую сумму, что станет фатальной ошибкой для всех клавиатур. При получении настолько отвратительного качества становится ясно, почему производитель так жаловался на жизнь и требовал оплатить сумму вперед. Во всем этом Байон оказался заложником ситуации. Для того, чтобы решить проблему производства BIOS, он прибегает к очень плохим финансовым решениям, а именно, пускает кредитные деньги и деньги, полученные с рафлов на Апоним и Synovia, для того, чтобы закрыть проблемы 60% юнитов BIOS R2. Чуть позже Байон выкатывает пост о положении дел на 19 января 2024 года и ошибках, которые он признает и всеми силами старается исправить. Потеряны все деньги, долги на сотни тысяч долларов и очень низкий кредитный рейтинг. С поступлением все новых и новых возвратов деньги вытекали из других проектов. Рычаг давления на производителя в 50% производственного фонда был упущен, поэтому взыскать хоть что-то с завода было невозможно. Ситуация по большому счету мрачнее некуда. Потерянная репутация, огромные долги и, пожалуй, чувство опустошенности от того, что проект, над которым ты корпел, раздавлен. Как вы могли догадаться, в связи с этим последние две клавиатуры, о которых я говорил, просто не вышли. Из-за этого для большинства Байон Ленджа превратился в скамер Ленджу. Не единичными были случаи появления людей, которые долгое время очень агрессивно выскальзывались на тему того, что все это на самом деле скам.
и никто не получит ни клавиатуры, ни деньги. Один представитель даже захаживал на наш сервер лично, развив при этом небольшой срач, который ни к чему, кстати, не привел. Его позиция для меня была как потуги Дон Кихота в борьбе с ветряными мельницами. Все это началось после того, как появился промо-ролик ко второму раунду Гехирна, и просмотров там было ну уж очень мало. Ну и почему-то этот чел решил, что это его долг доказать тот факт, что Байон на самом деле с Камерленджа. Ожидаю бурления говен в комментариях. Так, стоп, я сильно забежал вперед. Честно сказать, я регулярно читаю топик, посвященный обсуждению возвратов, и это настоящий филиал депрессии. Есть несколько всадников, которые стараются устаканить ситуацию, однако все это оказывает незначительное влияние. Как я сказал ранее, Байон имеет тонкую душевную организацию, из-за чего ему было довольно сложно выдерживать огромное давление со всех сторон. Один из особо настырных получил бан на официальном сервере и ответ от Байона, в котором говорилось о том, что этот чел вообще Карен, и его проблемы очень мелочные на фоне его о мыслях об РКН, которые посещают его каждый раз, когда он видит свой банковский счет. В целом, обе стороны можно понять. Первые заплатили за клавиатуру, у которой есть только красивые картинки и нету точных сроков, да и вообще надежной информации о том, что деньги или клавиатура по итогу дойдут до владельцев. А с другой стороны, Байон, который из-за недобросовестного производства просто влезает в долги на сотни тысяч долларов для того, чтобы исправить все проблемы. Нет, ну разумеется, он создал еще большие проблемы, потратив деньги, данные ему на Синовию и Афоним, что является в корне неверным бизнес-решением и даже в каком-то смысле предательским по отношению к покупателям этих клавиатур. Безусловно, общаться с клиентами так ну попросту нельзя. Это единственный подобный диалог, который я нашел, и думаю, это все же можно списать на минутную слабость. С учетом того, что Байон чуть позже извинился за грубость. Я не стану оправдывать его решения и косяки, но скажу лишь пару важных вещей. Байон просто ужасный бизнесмен, однако он непревзойденный дизайнер. Он не сбежал и не исчез, как это обычно происходит с подобными проектами. Но, к счастью, осенью появляется Ману, крутейший клавиатурный менеджер, который решил помочь Байону, в котором видел потенциал. Все пошло в гору. Байон, по сути, отошел от бизнес-вопросов, и все это на себя взял Ману. Что я бы хотел подчеркнуть самое важное из всей этой ситуации. Касательно того, придут ли будущие клавиатуры владельцам или нет. Лично я в этом не сомневаюсь, и вы вот-вот узнаете почему. Но перед этим я попрошу вас оставить лайк под видео, чтобы наши труды не прошли даром. Ману имеет приличное количество проектов за своими плечами, что подпитывает во мне уверенность в том, что все по итогу получат свои клавиатуры или деньги. Новые проекты подхватывают надежные производства, к примеру, как Кизева и STR, а также надежные вендоры, к примеру, Click-Clack. Поэтому вместо того, чтобы кричать о том, что нужно избегать Байон-Ленджу, я бы наоборот рекомендовал покупать его клавиатуры, так как это поможет тем, кто ранее их не получил. Я верю в лучшее и сейчас более чем уверен в завтрашнем дне, с учетом того, кто рулит всем проектом. Наивно, но надеюсь, вы согласитесь со мной в комментариях. И перед тем, как перейти к Гехирну, стоит затронуть тему грядущих проектов и возвратов. Реальное положение дел Байона после Груба и Гехирна по-прежнему неутешительное. Общий долг составляет приблизительно 220 тысяч долларов. Прибыль с клавиатур, которые продаются в Финляндии, уходит на оплату аренды склада и счетов за доставку. Состояние его определенно не лучшее. Он извиняется за грубость по отношению к тем, кто, по его мнению, несправедливо его критиковал. В частности, того самого чела, который Карен. Также он сообщает о том, что Ману работает для проекта Байон-Ленджа абсолютно бесплатно, что, как по мне, реально заслуживает уважения. И по сути, успешный запуск Гехирна — это его заслуга. С таким менеджером, который выдерживает напор негатива касательно проблем предыдущих лет, это просто невероятно. Сейчас Байон работает над 6 проектами в год и не собирается убегать от трудностей, надеясь, что сможет вернуть к себе доверие. Решением проблем с топами биосов, кстати, стало производство их в Финляндии. Да, кстати, Байон имеет еще и европейское подразделение клавиатур. Отличием является их уникальное покрытие и материал, которым является швейцарский 7021 алюминий, который имеет более высокую плотность,
вследствие и вес. За счет меди, которая находится в этом металле, и получается создавать столь необычную патину. Среди этих клавиатур есть и OBJ1, который повторяет некоторые дизайнерские решения Гехирна. Есть как оринговая, так и треймаунтовая версия, с кучей вариаций патины и прочего. Также TKL GX23, которая имеет схожий дизайн с BIOS и две вариации маунта, топ маунт и маунт как на BIOS. Имеет также разнообразные покрытия. Возвращаясь к глобальным продажам, вот несколько проектов, о которых известно больше всего информации на данный момент. Ну и по таймлайну вся эта история происходит после Гехирна, так как его я оставил на десерт. Клавиатура без вычурных промо и с немного обновленным дизайном, однако сильно измененным маунтом, без DE. BIOS DE представляет из себя переосмысление уже знакомой вам клавиатуры, но с некоторыми особенностями, из-за которых клавиатуру с первого взгляда сложно узнать. В первую очередь это появление здорового веса внутри клавиатуры и изменение стилистики гравировок. Теперь это что-то отсылающееся к Евангелиону. Маунт такой же, как и на Ларве, а если точнее, то сэндвич маунт, по сути плейт, зажимает верхняя и нижняя часть корпуса, что довольно интересно. Но я лично не совсем понимаю, чем это будет лучше топ-маунта, например. Это будет первая клавиатура, которая будет производиться на заводе STR. Что же это за завод такой? Это завод, который принадлежит ТКД. Ранее я тыкал Cycle 7, и именно он был произведен на нем. Очень высокое качество и очень демократичные цены. Ману неплохо постарался. Переход на новое производство позволит, разумеется, повысить прибыль, а также ввести инсток продажи, что было невозможно при работе с Кизевой. Следом за BIOS планируется ранее не вышедшая Synovia, которая претерпела некоторые изменения. Теперь это топ плюс Aring TKL вместо Isolation с небольшими дизайнерскими доработками. Планируется также новая версия BIOS R2, а также в начале 2025 года мы получим новости об Aphoneem и инсток 60-ки BIOS RE. Предполагается, что BIOS RE будет доступен в первом квартале 2025 года. Новым решением по возвратам становится вариант компенсации в виде второй клавиатуры из будущих релизов. То есть те, кто оплатили Aphoneem, получат и его, и, предположим, Synovia. Связано это еще и с тем, что клавиатуры, которые тогда в производстве обходились в какие-то невероятные деньги, стали значительно дешевле. К примеру, Synovia ранее стоила каких-то немыслимых $800, а сейчас, полагаю, будет дешевле чуть ли не вдвое, так как за $450 уже можно купить BIOS DE. Разумеется, те, кто хотят получить деньги назад, их по итогу получат. Проекты минувших дней претерпевают изменения, совершенствуются, и в целом все идет хорошо. Буду надеяться на успех будущих клавиатур и постепенно откладывать на них деньги. Все это из-за того, что Гехирн оказался невероятно хорош, к чему я, собственно, и вел на протяжении всего ролика. Вот сейчас-то мы и подобрались к самой, как по мне, интересной части, а именно истории клавиатуры Гехирн, которую Байон придумал, уж явно не за один вечер. Основной идеей автора было создать клавиатуру, которая будет передавать тревожную атмосферу, при этом сохранять его любимый жанр хорроров, а именно экзистенциальный. Для тех, кто не в курсе, экзистенциальный хоррор — это по сути осознание отсутствия смысла собственного существования, понимание того, что то, во что ты верил, является не более чем фикцией. И по стечению обстоятельств Байон невольно стал его участником. Тяжелый опыт сформировал идею и атмосферу клавиатуры. В 2023 году, когда он разрабатывал Гехирн, он стал свидетелем того, как его близкий человек впал в кому. И при всем при этом надежды на поправку были очень низкими. Вид человека с подключенными трубками, дыхательными аппаратами, иглами не покидали кошмары Байона. Пустая оболочка человека, мертвый разум, живое тело. Однако после нескольких дней траура и кошмаров, которые преследовали его в отделении неотложки, завершилось полным выздоровлением. Пережитый опыт натолкнул его на мысль о хрупкости жизни и чуду человеческого разума, что в переводе с немецкого и представляет название клавиатуры Гехирн. Гехирн выступает способом преодоления травмы и способом обрести свободу действий. Все это, безусловно, звучит мрачновато, но это лишь предыстория к тому, как эта клавиатура начала обрастать образами.
Хрупкое, скелетоподобное гуманоидное существо, на вид окаменелое, было обнаружено в разведочном тоннеле на шахте. Сначала его посчитали новым видом динозавра, но при более детальном изучении эту гипотезу отбросили. Место находки немедленно изолировали, а сам ископаемый образец укрыли под брезентом. Экземпляр, извлеченный из стенки тоннеля, был доставлен по воздуху в исследовательский центр корпорации BioNLange для дальнейшего анализа. Археологам был предоставлен ограниченный доступ к находке, но большая часть данных оставалась засекреченной. Полное МРТ-сканирование существа, находящегося внутри каменной плиты, привело к шокирующему открытию. Оно было живым. В ответ на это нейротехническое подразделение корпорации BioNLange разработало устройство под названием «Цветок Эдема». Этот прибор с помощью пневматического поршня с карбид-вольфрамовым стержнем наносил микроповреждения мозговой ткани существа, что позволяло временно усыплять его, активируя при этом регенеративные процессы. Эта мера выполняла двойную задачу. Она не только сдерживала опасный процесс окаменелости, который угрожал разрушить стены и оборудование, но и давала ученым уникальную возможность заглядывать в память существа во время его восстановления. Стихийный и быстро распространяющийся процесс окаменелости представлял серьезную угрозу как для целостности лабораторных помещений, так и для безопасности всего персонала. Соприкосновение с этим материалом немедленно вызывало эрозию поверхностей, включая стены и даже стекло. Лишь недавно нейротехническое подразделение установило новую систему хранения и перевозки – алюминиевый саркофаг с герметичной системой контроля, в которой окаменелость можно было хранить, изолировав ее от окружающей среды. Однако самым неожиданным открытием стало свойство существа восстанавливать свои воспоминания в фазах регенерации. Ученые начали фиксировать эти вспышки, регистрируя образы, которые ускользали за границы известного. В одном из воспоминаний фигурировал логотип самой корпорации BioNLange, что поставило исследователей в тупик. Было ли существо вестником далекого прошлого, или оно каким-то образом заглядывало в будущее? Сопутствующие записи в журналах не давали однозначного ответа. Эти видения привели к ряду гипотез, от интерпретации существа как древнего предка до более загадочных предположений о том, что оно пришло из будущего и теперь движется вспять во времени. Каждый фрагмент памяти, восстановленный в процессе регенерации, выглядел как искаженное воспоминание о мире, в котором технология и архитектура принимали чуждые, почти инопланетные формы. Мегаструктуры и невообразимые конструкции в этих воспоминаниях были выгравированы схемами и уравнениями, будто оставленными для будущих поколений. Ученые корпорации не могли определить, являются ли эти образы записями прошлого, или они представляют собой загадочные послания от цивилизации, которая еще только зарождается. С каждым разом воспоминания существа были все более различимыми и пугающими. Это приводило исследовательскую команду в растерянность и страх перед тем, какие воспоминания могут еще таиться в оковах памяти. Наверняка, если вам сказать, что по какой-то клавиатуре планируется игра, вы представите что-то вроде стилизованных коридоров, где можно просто походить и познакомиться с историей создания клавиатуры. И вы будете правы, но лишь отчасти. Внесу немного контекста того, как это все происходило. В час ночи мне пишет Байон о том, что он доделал для меня демо-версию игры. Разумеется, я на энтузиазме с круглыми глазами побежал созывать народ в своем закрытом дискорд-канале. Если что, я за неделю до этого прожужжал всем уши о том, что Байон даст мне поиграть в демо-версию. И вот поздней ночью я подрубаю запись с кучкой друзей, которые собрались со мной посмотреть на это. BioNLange. Сколько раз он написал BioNLange? Welcome to the BioNLange Corporation. Со входа в игру нас отсылает на игры времен PS2, перед запуском которых показывают компании, задействованные в разработке, сопровождающиеся характерным звуком. Ну и разумеется, игру Байон делал в соло, поэтому BioNLange Biotechnology. Че, перезаходим, что ли? Так, ну ладно. Интро. Охоть, логотипы, ебать. Нет, ты посмотри, он цвета сделал. Я про... Он сделал две зеленых лампочки. Он сделал две зеленых лампочки. Аж две тапочки слетели. Подожди, я тут что-то пропустил, я уверен, что там была где-то кнопка, которую я не нажал. Вот это. Я отсюда пришел. Он это пришел. Я первый нажал, чтобы отсюда выйти. Выпусти меня отсюда. Ты что, куда? Я еду на лифте. Да ты назад едешь, Да, ты едешь назад, ты же только пришел сюда на лифте, блядь. Сейчас выйдешь, нахуй тебя крикозяк присожрет какая-то. Да нету тут.
Нету нельзя, Нет. Интерфейс игры максимально лаконичен и по сути не оставляет вам никакого выбора. Либо вы начинаете игру, либо бежите с позором. На фоне звучит расслабляющий эмбиент и присутствует едва заметное ощущение комфорта. После того, как вы нажимаете кнопку «Старт», перед вами предстает текст, который вводит вас в контекст того, откуда и куда вы попали. В дальнейшем игра и дальше будет передавать игроку информацию таким путем. Мы оказываемся в лифте, который ведет нас к недрам, казалось бы, пустующей лаборатории Байонленджа. И тут начинаются те самые коридоры, в которых вы будете находить логи, дающие больше контекста происходящим. О том, как же так вышло, что такое сооружение осталось полностью опустевшим. В воздухе витает напряженная атмосфера, которая как бы намекает вам, что вы здесь не один, и вы здесь по сути чужой. Дойдя до одного из коридоров, мы в этом окончательно убеждаемся. Типичный подземный переход в Ижевске. Avoid making noises. От кого? Короче, Просто хайп. от кого? Да, просто прячься и не делай много звуков. А как мне их не делать? Может, ты на Ctrl можешь зажать? Я Alt зажимаю, Alt F4, Alt F4. Ты там чел какой-то, блин, Алкомпани, меня ела собака, я купил себе сайлент клавиатуру со спиной. Блять! Это что? Нахуй. Кто это? Помогите! Я не знаю, чего ожидать, ты понимаешь? Я не вижу ничего дальше 2 метров. Ты посмотри, что ты видишь? Я ничего не вижу. Назад вернулся. Хотя... У Егора в да. комплекте с клавиатурой идет сердечный приступ, видимо. блин. Настолько все плохо, я-то думал, безобидная какая-то окаменелость. Ты думал, что у тебя в клавиатуру болты вкручены? Бля, мне целый кусок про лор переписывать. Теперь вы понимаете, тут логов. Зачем? Там целый логотип новый. Сейчас заебись. Он еще один фильтр нашел. Бля, что это впереди? Да-да-да. Вот что Иди это давай. впереди? Да это Иди. просто пар. Да Это я не просто... там не видно нихуя, да посмотри. Так Куда в я этом иду? и прикол. О, эта хуйня прям вообще из Resident Evil. Знаешь, сейчас будет полный бояяю. Сейчас будет полный. Игра пугает вас в первую очередь неизвестностью, ведь вы не знаете, что таится за темными коридорами и блюром, который усложняет видимость. Помимо всего прочего, сделана действительно хорошая работа над звуками, которые не раз вас заставят проверять спину и затаивать дыхание, когда слышите кого-то проходящего по коридору. Блин, иди нахуй, сука, я не буду. Смотри, вон вес в клавиатуре Да. твоей висит. Слёпится, дружок, иди нахуй. Сделай Байону фотку, где типа, ну, У меня портки обосранные. Блин, Не-не-не, где куда? Где у тебя- нет, да надо было где у тебя сделать. дырка в- где у тебя дырка в- Блядь, иди нахуй. Ты, короче, фотку, где Блин. просто гехир на Ты мониторе куда, воткнуть. ты хуя Ты за что? Ломай мне яйца. Все, я сейчас тебе ебало сломаю, вылезай, давай. Прыгнуть можно просто. Я не могу. А там стена Там нет. сценарий. Press mouse, I want to use variable. А, я могу драться. Нихуя, ты ручкой умеешь бить. Wait, нихуя себе. enable to wait jump. Что? Ого, кнопка. Вот ее тебе сломать. Да ты чё, блядь? Я там наверху где-нибудь посижу, блядь, какая-то ебака там. Может, не сверху спускаться будет? Это просто голосовой помощник Алиса. Может, тебе в центр надо встать? Там платформа Достаточно есть, просто что-то попердеть в микрофон. Помимо атмосферной и визуальной составляющей в игре есть еще и геймплей. Вам дают клинок, при помощи которого вы можете по сути воллджампить, проходя несколько паркур-секций. Далее вам также дадут крутую пушку, которая будет иметь колоссальную отдачу и позволять вам прыгать при помощи нее от стен. Ну и разумеется, она будет работать и как оружие. В игре будет небольшая секция, в которой вам придется сражаться. Для убийства противников вам потребуется использовать клинок, чтобы подбрасывать их в воздух и после стрелять по ним. Честно сказать, геймплей ощущался довольно интересно. На этом, думаю, стоит остановиться, так как иначе вам будет совсем неинтересно играть. Надеюсь, игра будет выпущена полноценно, так как мне очень понравилась ее атмосфера и геймплей, которые в дальнейшем будут только обогащаться. При ознакомлении со всеми материалами складывается впечатление, что эта клавиатура по сути рефлексия и перенос тяжелого опыта во что-то осязаемое.
Помимо всего прочего, Байон также и написал ряд треков, которые будут использоваться в игре и доступны к использованию для контента по клавиатурам. На этот раз музыка получилась более меланхоличной, нас встречает куча эмбиента и пару джангл-композиций. И да, кстати, теперь давайте поговорим о самом Гехирне. Ведь комплект Гехирна, к сожалению, не включает в себя диск с музыкой. Если уж на чистоту, он нихуя в себя не включает. Печатная плата, плейт, кейс, винтики, чехол, в общем, не густо, но зато все самое необходимое. Справедливости ради, вышло так непреднамеренно, и нужно было как можно быстрее выпустить клавиатуру, так как она, по сути, и стала стартом для возврата денег. Как только финансовая ситуация устаканится, то клавиатуры будут получать в комплекте разные плюшки. Кизева, к сожалению, оказалась недостаточно быстрой для реализации вообще сторонней вещи от клавиатуры. В первую очередь стоит отметить, что данная клавиатура определила, что значит Bion Lenja с эстетической точки зрения, а идентика бренда невероятно сильная и независимая. Байон не считает, что для этого стиля можно определить конкретный жанр и направление, однако клавиатура имеет определенные черты биопанка и Y2K стилистики, о которой я говорил ранее. По сути, биониклы. Графический дизайн, безусловно, имеет корреляцию с Y2K с точки зрения кислотных цветовых палитр и глич-эффектов. Также включен непосредственно стиль Гигера, который явно прослеживается в дизайне окаменелостей на весе клавиатуры. Сопровождается это антиутопичными корпорациями, анатомическими диаграммами, больничным оборудованием, научной фантастикой и андерграундной танцевальной музыки 2000-х годов. Дизайн самой клавиатуры вдохновлен в первую очередь ранними кастомами, однако Байон хотел создать альтернативную временную линию, в которой кастомы развивались в несколько другом направлении. В направлении более глубокой работы с дизайном, где не внешний вид тебе рассказывает о ней, а материалы, которые раскрывают клавиатуру с совершенно неожиданных сторон. Были использованы плоские поверхности классического дизайна, чтобы была возможность заполнить их графикой и гравировкой. Цель создания клавиатуры была в максимальном количестве использованных стилей, которые было возможно вложить и сделать это самыми разными и неожиданными способами, которые раньше никто не использовал. И у него это, на мой взгляд, получилось просто превосходно. Ну и раз уж общее понимание мы рассмотрели, то теперь нужно перейти к деталям, которые составляют полную композицию. Снова вспомним цену клавиатуры, так как она довольно внушительная. $450. Разумеется, я видел мысли о том, что Гехирн — это кэш-грэб, и да, это можно рассматривать так. Я даже в какой-то степени готов согласиться, но лишь при том факте, что дизайн и заложенная идея клавиатуры для вас ничего не значит и не стоит. На топе клавиатуры выполнена гравировка в стилизованном шрифте с названием «Клавиатура». Величественная толщина верхней и нижней грани. Сбоку клавиатуры крайне приятный сайт-профиль. На передней части клавиатуры присутствует большая отмашиненная надпись, которая имеет уже несколько другой шрифт, чем первая. Около разъема красуется аккуратный логотип. Нижняя часть имеет так называемый Fake SIM. Сначала идеей было повторить конструкцию, как у его прошлой клавиатуры Kibne Kaise. Однако оказалось, что поместить вес так близко к краям очень сложно. С этой проблемой он, конечно, справился, однако возникла другая. Очень высокий ценник, из чего он просто сделал панельные линии, которые и создавали визуальный объем у задней части. Одновременно с тем, это было значительно дешевле, чем делать полноценный вес. Окаменелость на задней части оказалась также непростой задачей в производстве, так как она должна выглядеть как напечатанная. При этом должна иметься вариация поверхностей, чтобы вживую это действительно выглядело как окаменелость. Все получилось за счет магии лазерной гравировки. И вживую этот вес выглядит просто невероятно. Как вы заметили, у клавиатуры нет видимых винтов, а все потому, что это так называемая система Байон Bolt, которая должна была быть на Synovia. А это вкручивание винтов под 45 градусов. И при всей сложности сам винт размера М3, что ощущается реально серьезно. Маленькие винтики в клавиатуре вы уже видели, а вот что насчет огромных? Внутри клавиатуры скрывается 5 цветных винтов, которые выглядят как глаза. Также с задней стороны клавиатуры пробивается вес, на котором красуется гравировка зубов. Сам же вес держится на 6 винтах, на которых тоже есть акцент. Под навкластером скрывается автограф дизайнера клавиатуры, что выглядит очень круто.
Технические характеристики клавиатуры следующие. Это 9-поинтовый топ-маунт и алюминиевый плейт. Варианта другого плейта нету, однако 3 вида плейта находятся в открытом доступе. Клавиатура поддерживает плату Hynix H88, что означает, что вы с легкостью сможете найти дополнительную плату, если она вам, конечно, понадобится. В моем случае у меня красная солдер-плата, что с одной стороны плюс, а с другой минус. Передняя грань клавиатуры составляет 17,5 мм, а угол наклона 9 градусов. Клавиатура за счет своего форм-фактора имеет очень масштабный вид на столе, что, на мой взгляд, действительно круто. Также хотелось бы затронуть выбранный мной цвет. Выбрал я его не случайно, а отталкиваясь от лора клавиатуры. Так как вес клавиатуры является окаменелостью, то и остальной цвет клавиатуры, как по мне, должен быть подходящим. Другие цвета я попросту не воспринимаю, разве что кислотно-зеленый нерв, очень меня привлекает. Опять же, все они имеют право на существование, это лишь моя упорная идея оставить эту клавиатуру, неразрывно связанной с общим стилем и задумкой автора. Кейкапами для своего билда я выбрал ГМК Grand Prix. Еще на ролике Маркерчана я увидел сочетание серого гехирна и этих капов. Все сочетания, которые я подбирал, не смогли переплюнуть этот сет, и, пожалуй, я могу назвать его одним из любимых за счет интересных оттенков. А теперь презентую вам тайпинг, который некоторые ждали все видео. Купил я этот сет еще на распродаже Novel Keys в конце марта. И уже тогда я решил, что я буду брать именно гехирн. В тот период я планировал взять себе хоть какую-нибудь клавиатуру, которая останется у меня на постоянной основе, так как каждый раз они надоедали мне спустя очень короткие сроки. И я рассматривал рынок в основном до 1000 юаней, но черт дернул моих друзей сказать, почему ты просто не возьмешь гехирн, когда я месяца 3 назад вместе с ними смотрел видео Маркерчана. Почему-то я ставил эту клавиатуру на тот уровень, до которого я никогда не дотянусь. И вот спустя полгода я печатаю на клавиатуре, о возможности появления которой у меня на столе я не мог поверить, и не могу поверить до сих пор. Я пользуюсь ей ежедневно, и она мне до сих пор не приелась. Ни визуально, ни по кейфилу. Вот это для меня настоящий эндгейм. Да даже если подумать, какие у меня могли быть альтернативы, на ум не приходит ничего. Эта клавиатура удовлетворяет всем моим запросам. Это и дизайн, который мне безумно нравится, и качество обработки, и форм-фактор. Да даже звук, такой, каким я его и ожидал. Я наконец-то понял и четко осознал то, что мне нужно от клавиатуры и самого хобби. Что, по сути, являлось для меня конечной целью, до которой я добирался все это время. Возможно, я и потрогал не самое великое количество клавиатур, однако я смог четко осознать то, чего я хочу от этого хобби. Моя клавиатурная гонка подходит к концу. Теперь я просто буду нерасторопно пополнять свою коллекцию клавиатурами, которые будут реально во мне резонировать. Хороших клавиатур очень много. Я бы даже сказал, их просто немыслимое количество. Но я бы стал искать лишь те, которые завораживают после первых рендеров, и увидев их, вы не можете выпустить их из головы. Желаю каждому из вас найти такую клавиатуру. Ну и расскажите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Всем peace!